Приветик, дорогие! Сегодня у нас среда, и давайте начнем нашу тренировку Go to Slim. И нам понадобится скакалка, гантельки, стульчик и, конечно же, вода. Поехали! Начинаем нашу разминку. Сделав глубокий вдох, выдох, начинаем все с шеи. Наша обычная разминочка. Я знаю, что вам очень-очень понравилась предыдущая наша тренировка полноценная, которая была 55 минут. Эта тренировка будет не легче, так что готовимся. Кстати, хочу сказать тем, кто что-то не успевает, что-то не сможет сделать, не расстраивайтесь никогда. Никогда ничего не получается сразу. Начинаем все вместе со мной, работаем, и тогда у нас все получится. Разминаем ручки. Теперь прямые. Осторожнее, ничего не цепляем. Да, третья неделя нам дастся нелегко. Четвертая будет тоже сложненькой. Так что увеличиваем нашу нагрузку, как обычно. Делаем повороты в стороны, да? Ноги стоят на месте. Теперь рука в сторону идет. Выдох, выдох. Разминаемся. Сегодня будем хорошо работать. Теперь повороты тазом. Крутим кружочки, да? Обратно. Теперь вращение корпусом вниз, в сторону, назад. Как можно сильнее поворачиваемся, опускаемся. В обратную сторону. Сделаем выпад на правую ножку. Держим равновесие. Растягиваемся. Руки наверх и тянемся назад. Встаем и меняем положение на другую ногу. Тянемся. Встали и делаем выпад в сторону. Носочек ноги смотрит вверх. Можете держаться за что-то. Главное почувствовать натяжение внутренней поверхности бедра. Поменяли положение на другую ногу. Встали. Меняем положение. Вдох, выдох, вдох, выдох. Собираем ножки вместе и делаем кружочки с согнутыми коленами. И теперь каждая нога по отдельности.
Умнички. Сделали глубокий вдох, выдох, еще раз вдох и выдох. Ну что, давайте начнем нашу тренировку опять же с кардио упражнения. Берем скакалочку и делаем наши стандартные 80 прыжков. Сначала 2 ноги вместе. Поехали. 20 прыжков вместе ножки, 20 прыжков на одной ноге отдельно, 20 прыжков на другой и 20 прыжков со сменой ног. Стандартные такие прыжки. Опять же, повторяюсь, не знаю какой раз, нет скакалки, прыгаем на месте. Хотя можно взять просто какую-то веревку, прыгать через нее. Выход всегда можно найти. Следим за мной, считаем вместе. Поменяли ногу. Если сбились, ничего страшного, продолжайте дальше. И со сменой ног. Кто-то когда-то писал в комментариях: после этих тренировок я полюбила скакалку. Я с вами согласна, я ее тоже полюбила. Умнички, остановились. Отложили скакалочку. Немного отдохнули. Сейчас приступим к нашей двойке упражнения. Не забываем, что на 3-й неделе мы уже делаем не 2 подхода к упражнению, а 3. Да, мы увеличиваем нагрузку. И наше первое упражнение будет на пресс. Я всегда стараюсь делать разные схемы упражнений. Так, пьем водичку, не забываем. Да, разные схемы упражнений для того, чтобы вы не привыкали к каким-то комбинациям упражнений одним и тем же. Немножечко нужно их менять для разнообразия. Берем коврик, полотенце, что угодно, раскладываем его и ложимся на него. Первое упражнение у нас будет такое, как бы банальное, можно сказать, но очень такое эффективное. Сейчас посмотрите. Руки за голову и встаем, и руками касаемся за нашими коленками, под коленами даже, можно сказать. Хорошо поднимайте себя, корпус, видите, хорошо поднимается. Не просто подняли лопатки, а именно поднялись вместе с руками. Вы должны достать практически возле своих пяток, коснуться руками. И чувствуйте, как ваш пресс скручивается. Вдох, выдох, вдох, выдох. Важно следить за дыханием, не забываем. Постарайтесь хорошо подняться. Делаем так 30 раз. До конца, до жжения. Терпим. Молодцы, остановились. Встаем сразу же, особо не отдыхаем, убираем коврик в сторону. И переходим к нашему второму упражнению. Для этого мне понадобятся гантельки. Берем удобный для вас вес. И сейчас будем работать на ручки. Это такая двойка упражнений. Мы будем работать на дельтовидные мышцы и на трицепс. Встали ровненько, сделали небольшой наклончик. И внимание на руки. Мы выдвигаем их перед собой и сразу же назад, ровные. Когда мы выдвигаем руки вперед перед собой на уровне глаз, то работают наши дельтовидные мышцы, передние из них. Когда мы выводим руки назад, у нас, естественно, задействуется трицепс. Так что упражнение очень обалденное, крутое, если честно. Так что, да, работаем вместе со мной. Выдох, вдох, выдох. На усилии мы всегда делаем выдох, на расслаблении вдох. — 20 повторений. Один раз это когда ручки оказываются перед лицом. Делайте движения четкими. Вверх, остановились, зад. Вверх на уровне глаз и назад. Отлично, остановились, отложили гантели, немного растрясли руками, отдышались,
следите за собой, за своим самочувствием, потому что у каждого свой уровень подготовки, у каждого свой уровень выносливости. И я тут тоже не хочу вам говорить, сколько вам нужно отдыхать. Смотрите по своему самочувствию. Если нужно отдохнуть, то обязательно сделайте паузу. И ложимся на наш коврик, опять приступаем к прессу. Тоже 30 повторений, как мы делали это раньше. Третий подход мы чуть-чуть изменим. Умнички. Остановились, отдохнули. Немножечко отдышались и поехали. Приступаем к нашему второму упражнению. Умнички. Берем гантельки. И опять наша двойка на руки. 20 повторений. Обязательно нужно подправить шнурочек. Есть. Сделали наклон. И поехали. Вперед, назад. Это 2, 3, 4, 5, 6, выдох, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, еще 14, 15, 16, 17 и 18, 19, 20. Умнички. Отложили гантели. Отдохнули. Перевели дыхание. Берем наш коврик и приступаем к третьему подходу. Ложимся на коврик. Сейчас мы немножко его вида изменим. 20 повторений мы сделали, как мы делали это раньше. И 10 просто подъемов ног. И все, да. Есть. Отдохнули. Подняли ноги и поехали. 20 повторений. У нас будет напрямую мышцу живота в целом, да. И потом 10 подъемов ног. Это чтобы закрепить наш результат и больше проработать низ нашего пресса. Работаем. Есть, остановились. Теперь вверх. 2, 3, руками оперлись. 4, 5, 6, попу подняли. 7, 8, 9, 10. Есть. Отлично. Нужно добивать пресс. Что мы сделали?
Умнички, встаем. Я уже устала. Надеюсь, вы тоже. Отложили коврик в сторону. Вдохнули. Глубокий вдох, выдох. Немножко отдышались. Почесались, поправили все, что не торчит. И берем наши гантельки. Давайте сделаем последний подходик из этой двойки. Встали по центру. Вздохнули. Сделали наклончик и поехали. Держите на уровне руки, чтобы они у вас не разъезжались. Двигайте ими одновременно. Последние разы. Умнички. Молодцы. Мы это сделали. Немного отдохните. Сейчас у нас будет кардио упражнение. Немного потяните руки, снимите напряжение. Кстати говоря, 4-ю неделю я хочу тоже немного видоизменить. Она будет не легче 3-й, вы не надейтесь. Но будет тоже немного отличаться от предыдущих. Отдохнули. И приступаем к кардио упражнению. Делаем приседания, руки за головой, ноги на ширине плеч. И рука у нас идет по направлению к колену. Скручиваемся, да? Делаем все в быстром темпе. Это все-таки кардио упражнение. Делаем как бы классическое приседание. Можно даже чуть пониже приседать. И хорошенько скручиваемся. Вдох, выдох, вдох, выдох. Успеваем. Ускоряем темп. Еще немного. Умнички. Встали. Отдышались. Еще немножечко. Давайте работаем вместе. Молодцы. Попили водички. Обязательно пьем воду. Переходим к нашей второй двойке упражнений. Для этого мне понадобятся гантельки и стульчик. На уровне колена где-то должен быть. Сейчас мы будем делать самое убийственное упражнение, которое я только знаю на попу и ягодицы. Одно из. Берем гантели в руку. Болгарские выпады. Может, вы уже знаете это, надеюсь я. Одну ногу мы ставим на стульчик и прыжком аккуратненько отодвигаемся назад. Здесь будьте очень внимательны. Вперед выходящее колено, да, оно должно быть у нас прямое. Второе коленко у нас просто опускается вниз. И мы просто двигаемся вверх-вниз, вверх-вниз. Старайтесь как можно ниже опуститься, чтобы почувствовать натяжение мышц. Попа работает просто замечательно. Причем та часть ягодиц нижняя, где у нас особенно собирается вот этот жирочек.
И, в принципе, ножки тоже, квадрицепсы хорошо работают. Упражнение просто обалденное. Для начала мы берем с вами гантельки, делаем сейчас 20 повторений. Я уже их сделала на одну ногу, потрясли. Сейчас приступим ко второй ноге. И что еще хочу сказать. Да, сейчас мы сделаем 20 повторений с гантелями. Когда у нас будет второй подход, мы будем уже работать без гантелей, а потом опять вернемся к ним. В общем, будем такую интересную схему выполнять, чтобы вы успевали и отдыхать. Да, подпрыгните так, чтобы вам было удобно, чтобы вы чувствовали, чтобы колено не выходило слишком сильно вперед, чтобы не было угла острого. Избегайте острых углов. Да, в общем, работаем. Не хочу слишком много заговаривать вас. Следим за дыханием. Вдох, выдох, вдох, выдох. Упор на пятку, когда встаем. Умнички. Молодцы. Разогреваемся, чувствуем уже, начинаем чувствовать наши ноги. Отдохнули. И приступаем ко второму упражнению из этой двойки. Стульчик нам опять понадобится. Сейчас мы будем работать на спинку, на руки. Это у нас тяга гантелей в наклоне. Берем одну гантель. В принципе, я всегда работаю с теми же гантелями. Легли на стульчик, облокотились на него удобненько. И тянем гантель назад. Сводим лопатки сзади. Думайте за свой локоть, да, чтобы он у вас выходил назад, наверх, как можно сильнее. Тяга гантели, она на то и тяга, что мы тянем какой-то предмет. Резко потянули, чуть медленнее опустили. Спина прямая, никаких горбов и сгибов не должно быть. — 20 повторений. Есть. Молодцы. Меняем руку. То же самое на другой руке. Облокотились. Встали удобно. Я вам советую делать упражнения перед каким-то зеркалом или хотя бы, чтобы вы, когда начинаете делать, если вообще первый раз начинаете только тренироваться, проверьте свою технику, как вы смотритесь со стороны. Обычно я чего поглядываю так на экран? Я и на вас смотрю, как бы гипнотизирую. Делайте, повторяйте за мной, не отставайте. Но на самом деле у меня вообще в камере есть окошечко, на которое я смотрю и проверяю свою технику. Тоже всегда, хоть уже не первый год занимаюсь, но всегда слежу со своей техникой, чтобы не забывать, как это должно выглядеть правильно. Не отстаем. Есть. Мы еще вернемся к ним. Не забываем, что у нас 3 подхода к упражнению. И как раз у нас сейчас второй подход к болгарским выпадам. Растянулись, отдохнули. Есть. И делаем теперь их без веса. Да, не берем гантельки. Одна нога на стульчик. Начинаем с приседаний на левую ногу. С выпадов. Руки перед собой, за головой, как вам удобно. Сели и встали. Старайтесь пониже опускаться. Замостите сзади ногу так, чтобы вам было удобно опускаться, чтобы ничего вам не давило. Чувствуем натяжение ягодичных мышц. Старайтесь, когда вы встаете вверх, делать упор на пятку, для того, чтобы ваши мышцы ягодичные еще больше напряглись. 25 раз. Увеличиваем. Еще 5 раз. Есть. Теперь меняем ногу. Немножечко отдохнули. Опять же следим за своим состоянием. Если вам тяжело, вы чувствуете, что у вас вдруг
слишком сердце забилось, ну прям уже хочется действительно сесть и отдохнуть. Не путайте это с ленью какой-то. Если вы чувствуете, что вам уже реально тяжело, то поставьте на паузу, отдохните пару минут и приступайте дальше к тренировке. И возвращаемся на другую ногу. Теперь выпад на правую. Подпрыгиваем. Руки перед собой и опускаемся. Держим равновесие. Работаем, работаем. Наша попа круглая и упругая никогда не станет от сидения на диване. Только упражнения, только тренировки, только питание нам поможет. Просто так ничего не будет. Так что работаем. Есть. Умнички. Я уже устаю. Бедра горят. Отлично. Передохнули. Растрясли ножки. Есть. И давайте вернемся к нашему упражнению. Тяга гантельки. Так же самое сделаем 20 повторений на каждую руку. Наклонились. И поехали. Раз. 2, 3, 4, 5, выдох, вдох, 6, 7, 8, 9, резко, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 и еще 5 раз, 21, 22, 23, 24, 25. Есть. Кто больше, тот молодец. Меняем положение. Поехали. Сильнее тянем, медленно опускаем. Умнички. Остановились, отложили гантель и пододвигаем стульчик для наших выпадов. Глубокий вдох, выдох, вдох и выдох. Теперь давайте сделаем 25 выпадов, как мы делали это без веса, но теперь с весом, чтобы конкретно добить наши ножки и попу. Первая нога у нас левая работает. Подпрыгнули, стали ровненько, держим равновесие и поехали. Работаем вместе. Давайте, давайте еще. Умнички. Отложили гантельки, пока немного отдохнули, чтобы хватило на сил на вторую ногу. Перевели дыхание.
Есть. Берем опять наши гантели. И теперь у нас выпад на другую ногу. Левая назад, правая вперед. Прыгнули. Встали, чтобы вам было удобно. Есть. Упор на пяточку. Ниже опускаемся. Держим равновесие, не падаем. Хоть уже и устали, но мы молодцы. Умнички. Отдохнули. Я уже устала, но нам нужно продолжать. У нас еще последняя двойка упражнений. Хорошенько отдохнули. И приступаем к нашему последнему подходу. Делаем опять тягу. 25 повторений, но в конце не останавливаемся. У нас еще будет статическое напряжение, чтобы немножечко подсушить наши руки и спину. Давайте доделаем до конца. Сильнее и остановили. Остановили руку, держим ее в таком положении, напряженном. Не опускаем. Чувствуем, как мышцы уже горят. Держим ее в положении. В этот момент у нас сгорают жировые клеточки. Есть жирочек. Есть. Отлично. Перевернулись на другую сторону. Сейчас второй подходик. Вторая рука. Встали. И опять 25 раз. И потом мы замираем на немного. Работаем. И есть. Остановились. Держим руку. Держим, держим, держим. Еще немного и есть. Остановились. Отложили гантели. Отодвигаем стульчик. Стороночку. Немного отдохнули. Сделали глубокий вдох. Выдох. Потянули руки. Молодцы. Теперь переходим к кардиоупражнению. Это бег на месте. Не слишком тяжелое, потому что я знаю, что устали. И поднимаем высоко коленки и прыгаем вместе со мной.
сделаю вам небольшой намек. На 4-й неделе кардио будет посложнее. Сделаем акцент больше на кардио на 4-й недельке. И остановились. Остановились, отдышались. Отлично. Молодцы. Обязательно попили водичку. Ну что, давайте теперь приступим к последней тройке упражнений. Опять берем наш коврик. И первое упражнение у нас будут плавные отжимания. Кто помнит, у нас когда-то в кардио тренировке было такое упражнение. И оно мне очень понравилось, надеюсь, вам тоже. Становимся на коленки и, внимание, плавно поднимаемся и опускаемся. Сначала у нас идет на левую сторону, во втором подходе мы будем делать это на правую сторону. Мы плавно в левую сторону опускаемся, сгибая локоть, переходим в центр и поднимаемся вверх. Вроде бы ничего сложного, но упражнение очень оригинальное, мне кажется, и тоже хорошая проработка грудных мышц и рук заодно. Делаем 15 раз. Делаем все медленно. Прочувствуйте мышцы все, всю работу. И тогда вам будет действительно тяжело его выполнять. Есть. Потянулись. Отдохнули немного. Есть. Следующее наше упражнение тоже очень оригинальное, я думаю. Опять же выпады. Выпады такие необычные. Главное здесь, да, держать равновесие. Подняли одну руку и хлопком, таким касанием, можно даже сказать, мы поднимаем ногу и касаемся рукой к ноге. Тоже оригинальное очень упражнение. Работает ягодица, ноги в целом. Это такой последний вздох наш после балканских выпадов. Так что добиваем наши ноги, попу. Все вместе. Кстати, руку после всех упражнений тоже не очень так и легко держать. Я думаю, вы меня сейчас понимаете. Как можно ниже опускаемся. Работаем. 20 подходов. 20 повторений, да. Сразу же поменяли ногу и делаем то же самое на другую. Держим равновесие. В первый раз тяжело это делать, потому что уже устала. Сразу у вас на второй подходе к этому упражнению должно открыться второе дыхание. Я верю в вас. Давайте продолжаем. У меня обычно как раз к третьей и двойке упражнений открывается второе дыхание. И хочется делать еще и еще. Еще немножко. Есть. Остановились. Еще немного. Работаем, работаем. Вдох. Выдох. Отдыхаем. Вдох. И выдох. Давайте вернемся теперь опять к нашим отжиманиям. Теперь мы делаем уже на правую сторону. У нас будут плавные отжимания. Становимся на коленки. Теперь в правую сторону мы будем опускаться. Опустились, в центр поднялись.
опустились, поднялись. На первый взгляд кажется, что это легче, чем обычное отжимание, но на самом деле не так. Мы делаем все гораздо медленнее, и мышцы немножечко по-другому себя чувствуют, как в обычных отжиманиях. Есть. Отлично, потянулись. Отдыхаем. И медленно встаем. Давайте сделаем второй подход к нашим выпадам. Сейчас мы сделаем по одной ноге, но 30 раз уже. Первый подход был разминочным. Становимся. Левая нога сначала впереди. Левую руку поднимаем и касаемся к правой ноге. Работаем, работаем. Вдох, выдох. Вдох, выдох. Еще 5. И еще 5. Есть. Остановились. Сейчас у нас опять будут отжимания, уже классические, чтобы вы как раз почувствовали разницу. Отдохнули. Отлично. Берем коврик. Отдыхаем, переводим дыхание. Уже последние разы даются, конечно, тяжеловато, но в этом-то суть. И теперь просто прямо опускаемся, как в обычных отжиманиях. 20 раз. Как можно ниже. Следим за своим корпусом, он должен быть прямым. Молодцы. Потянулись. Умнички. Встаем. И давайте сделаем последний наш подход на эти выпады с хлопком. Да, сегодня мы убивали наши ноги и попу с помощью выпадов, их разнообразием. Так что, как видите, выпады очень такая штука разнообразная, где можно совершенно по-другому, по-разному делать это упражнение. И каждый раз по-новому как-то. Отдохнули и поехали. Теперь у нас правая ножка вперед и правая вверху. Касаемся к левой ноге. 30 раз. Давайте вместе. Я очень надеюсь, что вы сейчас делаете упражнение со мной, а не лежите с высунутым языком на коврике
и не смотрите на меня, как я это все делаю. Еще. Есть. Ух, меня немножечко унесло. Мы молодцы. Девчонки, мы супер. Отдыхаем. Почему девчонки? Может, еще и мальчики занимаются? Тогда и вы тоже супер. Отдыхаем, переводим дыхание. Давайте доделаем нашу тренировку. Осталось только последнее кардиоупражнение. Давайте сделаем его со скакалкой. Умнички. Берем нашу скакалочку и делаем 50 прыжочков. Напоследок. Убираем все, чтобы нам ничего не мешало. И у нас 50 прыжков со сменой ног. Если сбились, ничего страшного. Как видите, у меня тоже бывают такие моменты. Да. Но продолжаем. Ничего страшного. Никто не начинает все сразу просто идеально. Ни у кого пресс кубами не вырастает. Там попа не подтягивается за неделю. Такого не бывает. Нужно работать над этим, работать над собой. И только тогда у нас все получится. Отдохнули, похвалили себя. И давайте наконец-то сделаем нашу заминочку. Перед этим, конечно, попьем водички. Вдох, выдох. Остановились и растягиваем нашу шею. Медленно, все плавно. Отдыхаем, восстанавливаем дыхание. После тренировочки обязательно съешьте какой-то фрукт, углеводик, чтобы восстановить свою энергию. Тянем ручки. Я знаю, что у многих, в том числе и у меня, до сих пор болит бицепс после прошлой тренировки. Но думаю, к среде он уже прошел более-менее. И вам не так тяжело было заниматься. Кстати, еще один такой момент, чтобы быстрее проходила крепатура, боль в мышцах. Тоже можете делать себе теплые ванны, чтобы у вас не так все болело. Обязательно никогда не игнорируйте растяжку, заминку после и до тренировки. Это еще один момент, чтобы у вас не так сильно болели мышцы. Ну, конечно, какая-то крепатура, боль у вас должна быть после тренировок. Без этого никак. Руки наверх, растягиваемся. Встали в центр и тянемся в сторону. Наклоняемся.
В другую сторону. И тянемся в центр. Ноги пошире. Глубокий вдох. Выдох, опустились. Вдох. Выдох. Еще разок вдох. И выдох. Тянемся к каждой ноге. Центр еще разок. Округлили спину и медленно расправили плечики. Теперь тянем ногу назад, растягиваем бедра. И тянемся ноги. Вторая нога. Отлично. Делаем выпад. Тянем носочек вверх. На другую сторону. Сводим вместе ноги. Глубокий вдох и выдох. Еще раз вдох, выдох. Спасибо всем, кто провел эту тренировочку вместе со мной. Теперь встречаемся с вами в пятницу. Не забываем на моем канале на новой тренировке Go to Slim. Всем удачи, пока!